Друзья, всем привет! В своем недавнем видео я рассказывал про велосипеды Kraken Barbossa, которые мы купили себе с женой. И, если честно, покупка достаточно классная. Мы откатали на них целый велосезон, и нам понравилось. Но сегодня не об этом, а о всяких приятных мелочах к ним. Ведь на голом веле кататься, конечно, прикольно, но хочется что-то куда-то положить, где-то что-то включить, видеть свою скорость, чтобы у тебя был свет, тебя видели и так далее. И сегодня об этом. И вот он, один из самых классных аксессуаров для велосипеда. Это велосипедная сумка. Без нее, поверьте, кататься не очень удобно. Я, допустим, не люблю возить на себе рюкзак. А сюда можно кинуть все, что угодно. Сумка большая, она крепится на две липучки к раме, на одну липучке к рулю. Но при этом коленями ее не задеваешь, она не мешает. И закинуть в нее, повторюсь, можно очень много всего. Ключи, телефон, любую мелочь. У сумки, которую я купил, две молнии, и, как видите, даже держа в одной руке камеру, а другой рукой открывая, я справляюсь с ним достаточно легко, поэтому молнии работают хорошо, здесь никаких проблем. Внутри два здоровых кармана, плюс отсек для телефона. В первом кармашке я вожу всякую мелочь, там денежку обычно, ну и ключик для велозамка. А в второй карман целиком влазит кулак, даже два, и туда можно положить, поверьте, все что угодно. Влазит очень много всякой ерунды. Верхняя же крышка выступает в роли отсека для телефона. Она тоже на большой липучке. Мы открываем липучку и кладем туда телефон. Ну вот для примера Redmi Note 8. Телефон достаточно большой. У меня Redmi 9, я катаюсь с девяточкой, он 6,5 дюймов, и он влазит сюда со свистом. То есть сюда можно ложить достаточно большие увесистые телефоны. Они влазят нормально. Кладем телефон, крепим липучку, и можно отправляться в путь. Сверху у крышки толстая прозрачная пленка, и через нее работает тачскрин, то есть на ходу мы можем легко управляться с телефоном, включать-выключать музыку, карты, отвечать на вызовы, если нет браслета и так далее. Следующая, на мой взгляд, очень необходимая вещь для велосипеда – это велокомпьютер. Очень прикольная штука, крепится на руль, показывает нам все параметры езды, маленькая, питается от одной батарейки, ну правда провод до колеса надо протянуть и там же повесить датчик. Крепится все это дело вот так. У самого велокомпьютера есть специальное крепление, которое мы крепим к рулю на две стяжки, и от места крепления протягиваем провод вдоль руля, по стоечке, вниз, к самому низу вилки, где у нас вращаются спицы колеса. И там мы ставим датчик, именно до него идет провод. А на само колесо, на спицу, мы вешаем магнитик. Так вот, когда магнитик пролетает мимо датчика, срабатывает сам велокомпьютер. Итак, по менюшке. Велокомпьютер, конечно же, показывает в движении нашу реальную скорость в километрах в час. Также у него есть время и дата. Все это настраивается. Он может показывать дистанцию, которую вы проехали с момента остановки. Все эти параметры могут сбрасываться до 0. Максимальную скорость за поездку, среднюю скорость, можно ставить таймер по поездке. Несбрасываемым параметром является одометр. Можно ставить функцию скан, это когда все меню будут пролистываться по очереди. Проеханная дистанция, максимальная средние скорости и так далее. То есть он будет по очереди перелистывать все экраны. Сам велокомпьютер, конечно же, можно снимать из своего крепления. Информацию он получает от датчика по вот этим вот двум контактам. А внутри под крышкой здесь обычная батареечка, таблетка. Если ее снять, то вся память, включая одометр, собьется, и настраивать его нужно будет заново, ведь память в нем не энергонезависимая. Ну, хотя я уже 4 месяца прокатался с одной этой батарейкой, и намека на просадку нет, ведь когда вы не ездите на велосипеде, велокомпьютер через, по-моему, минуту неиспользования переходит в режим ожидания. Как только поехали, он заново включается. Как-то так. Следующей, на мой взгляд, необходимой вещью являются фонарики, а именно передняя фара и задняя фара. Я взял на Алиэкспрессе один из самых недорогих, но популярных комплектов. И если честно, тема прикольная. Фара сама по себе маленькая, работает в 3 режимах. Как бы дальний, как бы ближний и моргает. И при этом она еще заряжается от micro-USB порта, то есть внутри аккумулятор.
Задний фонарик тоже имеет несколько режимов работы. Нажимаем на нем кнопку, он начинает по-разному моргать. Может также гореть на постоянной основе. Светит очень ярко и видно его издалека, поэтому можно ездить и по дороге, вас будет видно издалека. Крепится к трубе на резиновое кольцо, которое идет в комплекте, и точно так же заряжается от microUSB. Вот как примерно светит передняя фара в темном коридоре. Светит достаточно нормально. Не знаю, как передает телефон, но если вы едете в сумерках или ночью где-нибудь по городу, либо по лесу, поверьте, освещает хорошо. Все нормально видно перед собой. Следующий очень полезный аксессуар – это, конечно же, держатель для бутылки. Потому что, опять же повторюсь, я не люблю с собой катать разного рода рюкзаки, чтобы что-то было за спиной. А здесь небольшую бутылочку вставил с водой, с соком, с напитком, с чем угодно и поехал. В такой держак хорошо становится 0,5, 0,33, сам он алюминиевый, очень легкий, не царапается, не скрипит, не дребезжит, крепится в штатные места для крепления к раме. И висит себе, держит бутылку. Опять же, ногам не мешает. Очень прикольная штука. Я взял себе черный, а жене на велик красный. И не забываем про звоночек. Ведь когда мы валим с нормальной скоростью по городу, даже по велодорожкам у нас, к сожалению, бегают пешеходы, поэтому их надо распугивать. И звоночек для этого надо достаточно громкий. Этот звенит, поверьте, нормально. Ну, а велозамок я уже купил после того, как все эти игрушки с Алика перешли. Брал я его здесь, просто на рынке. Большой, здоровый, мощный велозамок, просто под ключ, без всяких кодовых замков и так далее. С толстым тросом, прикрепил на раму, постоянно катаюсь с собой. Если нужно где-то зацепиться, пожалуйста, зацепился и пошел. Никто не утянет. Ну вот как-то так. Считаю, что этот набор является реально необходимым и очень сильно облегчает жизнь велосипедиста. Есть и куда кинуть всякие мелочи, и для тех, кто любит контролировать скорости и так далее, и водичку есть куда зацепить, и звонок нормальный. Плюс освещение. Ссылки на все эти игрушки я, конечно же, оставлю в описании. Надеюсь, будет полезно. Ну а на этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!